Привет, друзья! В прошлом выпуске я показывал, как кормят в Сапсане в бизнес-классе. Кто еще не видел, ссылочку оставлю в описании. Сегодня, по многочисленным вашим просьбам, я покажу, как кормят в эконом-классе, а также какую еду еще можно заказать в Сапсане. Вот так выглядит вагон эконом-класса. Мы видим тряпичные сиденья, тогда как в бизнес-классе сиденья были кожаные. У эконом-класса есть три типа вагонов. Это самый дешевый базовый, стоимость билета от 4388 рублей. Затем эконом, стоимость билетов от 4868 рублей. И эконом плюс, где стоимость билетов от 5332 рублей. Есть еще вагон бистро, билеты там стоят уже почти в 2 раза дороже. А в бизнес-классе проезд стоит более 10 тысяч рублей. В бизнес-купе более 50 тысяч рублей. В вагоне Эконом Плюс есть кулер с горячей и холодной водой. Воду я попробовал, вроде нормальная. Сразу после отправления поезда пассажирам выдают простенькие наушники. Эти наушники можно подключить к разъему в подлокотнике и послушать 6 каналов с музыкой и различной информацией. Из Москвы Сапсан отправляется с Ленинградского вокзала, в Петербург прибывает на Московский вокзал. В пути поезд находится около 4 часов. В базовом вагоне и вагоне эконом-класса питание не входит в стоимость билета, но его можно докупить отдельно. В вагоне Эконом Плюс питание уже входит в стоимость билета. К набору с питанием приносят влажные салфетки. Эти салфетки очень сильно пахнут спиртом, но зато убивают всех микробов. Многие, кстати, думают, что Сапсан постоянно едет со скоростью 250 км в час. Но на самом деле основная его скорость от 190 до 200 км в час. И есть совсем небольшой участок в пути, где он движется со скоростью больше 200 км в час. Этот участок между станциями Акуловка и Малая Вишера. Протяженность этого участка всего лишь 55 км. Причем, когда Сапсан проезжает населенные пункты, скорость практически не снижает. Поэтому никогда не стойте на пути у Сапсана. Резко остановиться, даже при всем своем желании, он не сможет. Примерно через час после отправления пассажирам вагона Эконом Плюс принесли питание, которое входит в стоимость билета. На выбор можно взять круассан с курицей или бужениной. Так выглядит круассан с курицей. Внутри мы видим лист салата, 2 кусочка курицы, слайсы свежего огурца, и под листом салата есть еще соус. Соус этот с горчицей. По вкусу круассан мне понравился. Курица свежая, мягкая. Салат тоже свежий, хрустящий, не вялый. Так выглядит круассан с бужениной. Здесь мы видим слайсы уже не свежего, а маринованного огурца. Лист салата тоже есть и очень много буженины. Буженина – это запеченная свинина. Соус здесь уже без горчицы. По вкусу этот сэндвич мне тоже понравился. Даже вкуснее, чем с курицей оказался. Из напитков я решил взять кофе. Его принесли в стаканчике с крышкой. Кофе еще принесли сливки. Ну и, конечно же, 2 пакетика с сахаром. Кофе по вкусу мне тоже понравился. Еще пассажиру полагается маленькая бутылка с водой. Вместо кофе можно взять чай, а так как он очень горячий, то можно разбавить его водой. На десерт принесли мюсли-батончик. По вкусу он мне понравился. Ну и на этом питание, включенное в стоимость, закончилось. Но вы можете подключиться к внутренней сети Сапсана через Wi-Fi, посмотреть электронное меню и еще что-нибудь заказать. Выбор горячих напитков в Сапсане очень большой. Есть разные виды и различные объемы чаев, есть несколько видов кофе, есть даже иван-чай с шиповником. Можно выбрать горячий шоколад. Из прохладительных напитков можно взять сок, минеральную воду, холодный чай. Из снеков есть орехи, сушеная манго, мультизлаковый батончик, чипсы, колбаски, пюре фруктовое, печенье и вяленое мясо. На завтрак можно взять омлет скрамбл с паприкой, сырники с черной смородиной
и рисовую кашу. Я решил взять скрамбл с паприкой за 390 рублей. Скрамбл, или более правильно сказать скрэмбл, это омлет, который готовится на сковородке и постоянно перемешивается. Паприка, похоже, была приготовлена на гриле. Есть еще 2 кусочка бекона, которые были закручены в трубочку. По вкусу средненько, бывает и вкуснее. Из десертов есть шоколад, Наполеон, батончики различные, пирожная картошка и панна-котта. Есть дорогие блины с лососевой икрой, блины с сыром и ветчиной, блины со сметаной, сгущенкой и даже супердорогие блины с осетровой икрой. Я решил взять блины со сметаной за 290 рублей. Принесли 2 блинчика. Сметана подается в отдельном контейнере. На внешний вид блинчики смотрятся нормально. Сметана тоже неплохая. По вкусу мне все понравилось, но дороговато. Из холодных закусок можно заказать сырную тарелку, салат «Цезарь» с курицей и греческий салат. Я выбрал салат «Цезарь» с курицей за 590 рублей. В салате присутствует 4 кусочка курицы, 3 помидорки черри и много листьев салата «Айсберг». Есть сухарики, тертый сыр типа пармезан, но это, конечно же, не настоящий пармезан, и есть еще соус «Цезарь». По качеству все ингредиенты неплохие. Помидоры имеют не очень презентабельный внешний вид, но по вкусу нормальные. Ценник на салат как в ресторане, а вот подача совсем не как в ресторане. В бумажной коробке этот салат совершенно не смотрится. Из сэндвичей можно заказать сэндвич с бужениной на зерновом багете, сэндвич с ветчиной на чиабатте, сэндвич с лососем на багете Бородино и сэндвич «Цезарь» на зерновом багете. Я заказал сэндвич с лососем на багете Бородино за 480 рублей. Сэндвич не очень большого размера, и на первый взгляд начинки в нем тоже не очень много. Сверху мы видим соус, и как оказалось, это обычный сливочный сыр. Под слоем сыра лежит лист увядающего салата, хотя даже не увядающего, а уже увядшего салата. Под салатом виднеется кусочек слабосоленого лосося. Под рыбой еще лист салата. Этот салат уже более свежий. Под зеленью еще слой сливочного сыра. Рыбы, как мне показалось, здесь вполне нормальное количество, но все испортил уже просроченный лист салата. Вкус нормальный, но и цена не маленькая. Из горячего можно выбрать колбаски с картофелем и овощами, манты со свининой и говядиной, говядину по-азиатски, треску, запеченную с картофельным гратаном, гречневую лапшу с овощами и креветки темпура в соусе сладкий чили. Я решил взять нюрнбергские колбаски с картофелем и овощами за 540 рублей. Похоже, что тут не колбаски, а одна колбаска, разрезанная на 3 части. Еще мы видим несколько кусочков вареной картошки, кусочек жареного сладкого перца и в самом низу кусочек жареного цукини. Картошка самая обычная, ничего особенного. Сладкого перца оказалось даже 2 кусочка. Один оранжевый, другой желтый. Приготовлен перец нормально. Чувствуется, что колбаски сделаны действительно из мяса, а не из сои. По вкусе тоже ощущается наличие мяса, специй и небольшой копченый аромат. По вкусу мне все понравилось. Из первых блюд можно взять суп-пюре грибной, борщ с говядиной и солянку. Я выбрал борщ за 430 рублей. Борщ принесли вот в таком стаканчике. Порция очень маленькая, всего лишь 250 граммов. Борщ был горячий. К борщу полагается небольшой контейнер со сметаной. Борщ оказался довольно-таки густым и мяса приличное количество. Цвет вот только не очень насыщенный. Но зато по вкусу борщ мне понравился. Мясо хорошо проварилось, мягкое. Остальные овощи тоже хорошо приготовлены, имеют совсем небольшую хрустинку. К каждому блюду, которое я заказывал, принесли большую влажную салфетку.
пакетик с солью и перцем, пластиковую вилку с ножиком, салфетку бумажную и зубочистку в форме маленького незаточенного бревна. Ну а теперь давайте посмотрим, чем же кормят в эконом-вагоне, если еду докупать отдельно. Стоимость еды составляет 327 рублей. Стоимость эту можно рассчитать, если вычесть из стоимости билета с едой, это 5195 рублей, стоимость билета без еды, это 4868 рублей. Через час после отправления принесли язычок из слоеного теста с ветчиной и сыром. Ветчины и сыра в этой слойке очень мало. По разрезу видно, что внутри один воздух. По вкусу это самая дешевая слойка из привокзальной забегаловки. Еще принесли печеньку суперконтик со сгущенным молоком. Сверху печенье покрыто шоколадом и по вкусу мне понравилось. Из напитков принесли бутылку сока Добрый. На 327 рублей эта еда совершенно не тянет. Второй раз я бы ее докупать не стал. Лучше уж купить билет в Эконом Плюс, где уже еда входит в стоимость билета, там она все-таки покачественнее. Но проблема в том, что такой вагон в Сапсане всего лишь один, и билеты моментально заканчиваются. Друзья, напишите в комментариях, хотели бы вы, чтобы я снял, как кормят в Сапсане в первом классе. Если комментариев будет много, то я сниму видео на эту тему. Друзья, всем большое спасибо за внимание и до новых встреч!